Всем привет! Это видео в новом формате на канале. Решил посмотреть, что будет, если рассказывать про разные интересные и не очень события, новости из мира архитектуры. Закончился китайский Новый год в феврале, сейчас март, но новости из Китая продолжают поступать. Главное событие этого года. Второй год подряд Прицкеревская премия уходит архитектору из Азии. В этот раз Цзя Кюнь, архитектор из Китая, второй архитектор из Китая, который удостоился высшей архитектурной премии. До него эту награду получил Ван Шу, тоже архитектор из Китая, правда в 2012 году. А в прошлом году получил японский архитектор Рикин Ямамото, который тоже родился в Китае. У Цзя Кюня интересный бэкграунд. Сейчас это архитектор с мировым именем, более 30 реализованных проектов в Китае. Но как это начиналось? Родители врачи, все детство в больничной среде, поступил в архитектурный университет, выпустился, стал скорее писателем, то есть продолжил работать, уехал в Тибет, но не понимал, в чем смысл архитектуры. Только спустя 11 лет после выпуска, посетив выставку своего бывшего одногруппника, снова влюбился в архитектуру. Открыл студию в 99 году и с тех пор, 26 лет спустя, работал, не покладая рук, получив эту престижную награду. Цзя Кюнь считает себя опоздавшим на независимой архитектурной сцене Китая, так как провел более 10 лет вне профессии, занимаясь литературой и изучением искусства. Однако этот нетрадиционный путь дал ему особый взгляд на архитектуру, свободный от жестких академических ограничений. Его архитектура охватывает как локальные, так и глобальные идеи. Цзя Кюнь предпочитает переосмысливать исторические формы, используя современные методы строительства. Он превратил катастрофу в устойчивость, используя остатки разрушенных домов после землетрясения в новые строительные материалы для будущих проектов. Он выступает против традиционного подхода жесткого зонирования на разные функции, выступает за интегрированные среды, где различные функции гармонично существуют. Также, возможно, вы знаете, некоторые архитекторы проектируют такую архитектуру, которую потом впоследствии будет сложно воспроизвести инженерам. Цзя Кюнь же перед завершением проекта консультируется с местными мастерами, чтобы понять, на что способны рабочие, чтобы грамотно спроектировать свое здание. Вообще у него такая философия, что стратегия выше стиля. То есть он отходит от собственного стиля, позволяя архитектуре интегрироваться в среду. В Китае реализуется много интересных инновационных парковых и детских пространств. Например, оркестропарк от малоизвестной китайской студии Соба с яркими желтыми акцентами, особенность дизайна в объединении природы с культурой и отдыхом, с бережным подходом к природному ландшафту, включая взрослые деревья и водно-болотные угодья. Также в статье приводится пример реализованного в прошлом году Cotton Park в городе Чанчжоу от более известной архитектурной студии IM Architecture, преобразовав бывшие нефтяные элеваторы в многофункциональное общественное пространство, окруженное садом и игровыми площадками. А также такой прошлогодний проект спортивного парка в Тяньцзине, Тяньцзин 4А от известной студии BAM. Проект парка основан на историческом плане древнего города, который ранее располагался на этом месте, но был перенесен во время строительства Великого канала в Китае. Китайская студия Апейрон завершила строительство культурно-художественного комплекса Хэнзин в южно-китайском городе Чжухай. Здание площадью 140 тысяч квадратных метров с библиотекой, театром и музеем, над которыми располагается террасный сад на крыше. Здание имеет ступенчатую форму, спускающуюся с 36 метров до 24 с видом на набережную. На фасаде, выходящем на набережную, консоль скрывает углубленную полукруглую площадь. Сводчатые потолки облицованы деревянными и бамбуковыми панелями и имеют световые люки. Нормативные изменения в Китае. Минимальная высота жилого этажа увеличилась до 3 метров. Раньше это было 2,8. Небольшой шаг к позитивному изменению комфорта, который может в итоге привести к изменению коммуникаций, например, использование теплого пола.
так как не все дома в Китае отапливаются. Например, если на юге, несмотря на то, что даже низкие температуры, все равно дом не отапливается для экономии энергии. Увеличение на 20 сантиметров высоты жилого этажа при ограничении высотности застройки может повлиять на общее количество этажей зданий. Но также возможно и экономические изменения, так как при одинаковой высоте будет меньше квартир. В Китае реализуется много разных интересных проектов, не только от китайских архитекторов. Например, архитектура и адаптивное переосмысление шанхайского тепличного сада. На месте бывшего сталелитейного завода в Шанхае открылся крупнейший в Азии тепличный сад по проекту австрийского бюро ДМА. Известные проекты студии Музей Порше в Штутгарте, художественный музей в Амстердаме, концертный зал в Эрли в Австрии. А также есть проект парка тоже с теплицами, тоже в Китае, завершенный в 2021 году. Новый проект поднимает вопросы климатических изменений, которые в Китае стоят остро. В тепличном саду всего 3 павильона, 3 экосистемы: пустынные, тропический лес и также вертикальные сады с водопадом. Главное инновационное конструктивное решение – это перекрытие крыши без подпорок, без колонн. Крыша держится за счет алюминиевых сетей и стальных тросов, позволяя адаптировать старое промышленное здание под новое открытое пространство для тепличного сада. В феврале компания Big завершила строительство стеклянного павильона с видом на озеро Суйчжоу. Единый навес связывает 4 объема павильона на озере Цзиньцзи. Здание 1200 квадратных метров расположено вокруг центрального двора, где могут собираться местные жители. Традиционная глазурованная керамическая черепичная крыша заменена настоящей стеклянной плиткой. Перфорированные пластины отбрасывают пятнистые тени, имитируя рисунок листьев. В интерьере обширные застекленные фасады открывают вид на озеро и внутренний двор. В китайском городе Чэнду строится торговый центр по проекту голландской студии МВРДВ. Комплекс площадью 22 тысячи квадратных метров с открытым атриумом, множеством террас и 100-метровой башней, выполнены в том же коробчатом дизайне. Архидейли представляет актуальные архитектурные проекты, фокусируясь на редевелопменте, экологичности и интеграции зданий в городскую среду. Рассматриваются жилые, коммерческие и общественные пространства, в которых архитекторы внедряют инновационные и экологические решения. В общем, статья демонстрирует актуальные тренды в архитектуре. Это адаптивность, экологичность и интеграция в городскую среду. Использование солнечных панелей в крупных комплексах. В статье рассказывается о необходимости внедрения солнечных панелей в комплексы, у которых на крышах много свободного пространства для устойчивого развития города, так как такие крупные предприятия могут занимать много площади, потреблять много электроэнергии. Нужно выбирать правильную кровлю и учитывать нагрузку от солнечных панелей и водоотведения. Новость из Японии. Крупнейшая деревянная постройка в мире. Крыша-колесо для Экспо 2025 в Осаке. В Осаке завершено строительство крупнейшей деревянной конструкции длиной 2025 метров. Деревянное колесо. Площадь покрытия 61 тысяча квадратных метров. Кстати, это мировой рекорд Гиннесса. Архитектор проекта Сou Фудзимото, его известные проекты: изящный ультралегкий дом в Японии, реновация старого отеля с зеленой кровлей тоже в Японии, библиотека с деревянным интерьером, центр музыки в Будапеште, серпантин павильон в Лондоне, также вот такой 17-этажный жилой комплекс во Франции. Уникальный стиль Фудзимото заключается в том, что он создает прочную архитектуру, которая на вид кажется элегантной, хрупкой, играя с перетеканием пространства извне вовнутрь. Новый проект, построенный на искусственном острове, объединяет с собой разные павильоны Экспо, представляет собой современную экологическую архитектуру, опирающуюся на традиционные японские технологии, в частности, способ крепления брусьев нуки без металлических соединений. Всемирная выставка Экспо пройдет с 13 апреля по 13 октября 2025 года. В тему выставки «Создавая общество будущего для нашей жизни». Было бы интересно посетить в таком замечательном месте.
В феврале вышла статья про Соо Фудзимото, где он делится воспоминаниями из детства, рассказывает о философии в своих проектах. В частности, он рассказывает про свое детство на Хоккайдо, более лесистый регион, в отличие от Токио, где он учился. Для него лес — это безграничное пространство, особая структура, где есть масштабность. Также он рассказывает, как, гуляя по тихим узким токийским улочкам, его не покидает ощущение, что он гуляет по лесу, несмотря на то, что в Токио нет такой обильной растительности, как в лесу, а в Токио много разных небольших рукотворных объектов. Электрические провода, словно листва, плавающие в пространстве. И так же, как в лесу, ты можешь идти в любом направлении. Рассказывает о своих прошлых проектах, и также упоминается сотрудничество с брендом TOTO, который известен своими инновациями в области сантехники. Причем сантехника здесь. Он проектировал туалеты в районе Сибуо, Токио. Это известный проект, где было построено 17 туалетов от 16 разных архитекторов, часть из которых показали в фильме Perfect Days. Драматическая картина 23 года, снята немецким режиссером Вимом Вандерсом. Я посмотрел фильм Perfect Days. Вкратце скажу, что мне очень понравился. Это наглядный пример, как из короткометражки фильм превращается в полнометражный. Когда у режиссера настолько много идей и мыслей, которые он хочет передать, что это не укладывается в формат короткометражки. Фильм немецкого режиссера Вима Вендерса рассказывает о повседневной жизни уборщика токийских общественных туалетов. В фильме демонстрируется, как дизайн общественного пространства влияет на городскую культуру и восприятие среды. Самое интересное, это как фильм через интерьер и городские виды отражает философию простоты, чистоты, уважения к пространству. Такое примитивное и интимное пространство через архитектуру показывает часть повседневной жизни обыденным с уважением к деталям. Фильм жанра драма, но, как ни странно, абсолютно не чувствуется какой-то унылой депрессии. Главный герой молчалив, каждый день выполняет рутинные действия, просыпается в одно время, ходит в одну и ту же баню. Собственно, день заканчивается так же. Но у него есть свои увлечения. Он радуется жизни, замечая прекрасное в деталях. Ему нравятся деревья, фотографировать их, собирать, выращивать дома. Как и Соо Фудзимото, он даже в большом мегаполисе находит умиротворение через проекцию леса. О его прошлом мало что известно, остается лишь додумывать. В фильме много таких моментов, однако, на мой взгляд, фильм не заставляет зрителя излишне переживать, позволяя поставить себя на место главного героя. Этот фильм я однозначно рекомендую всем к просмотру, не потому что надо его посмотреть, а потому что это действительно интересно. То есть по своей концепции, да, там показаны интересные туалеты, но не только. Картина глубже намного, несмотря на то, что герой практически не разговаривает, только в ключевых моментах, и в этом как раз и есть смысл этого фильма. Продолжая про фильмы, Талист каким-то образом умудряется неправильно понять архитектуру. 2 марта фильм «Бруталист» получил 3 премии «Оскар». Главная мысль статьи в том, что фильм мог сказать об архитектуре нечто важное, но в итоге не справился с этим. Даже самые суровые бруталисты не смогли бы построить столь мрачное здание. Автор статьи подчеркивает историческую несоответственность, то, что бруталист, который приехал из Европы в США, оказался в полном одиночестве, где его никто не понимает, только потому, что он еврей, к нему относятся как к человеку второго сорта. Хотя архитекторы из Баухауса, которые передислоцировались из Европы в Америку, дальше Баухаус-стиль перерос в брутализм, и это было очень популярно. Было много архитекторов, которые были в Америке и строили в стиле брутализма. Архитектура показана слишком поверхностно. Брутализм в фильме — это что-то депрессивное, слишком брутальное. А архитектор-бруталист — это депрессивный человек, который создает депрессивное пространство. В другой статье под названием «Чему учит нас фильм «Брутализм. Как архитектура отражает травму послевоенного опыта» приводятся примеры Миса Ван дер Роя, Вальтера Гропиуса. Рассказывается о том, что показанное в фильме имеет место в действительности, что архитекторы
пережившие Первую мировую войну, тоже отражают свой послевоенный опыт в своей архитектуре. Например, дом Вальтера Гропиуса, который построен как бункер, чтобы напоминать о пережитых днях в военное время, что кровать выглядит как кровати в блиндажах, в окопах. Как по мне, это слишком притянуто за уши, потому что тот депрессивный посыл, который в фильме, когда архитектор строит церковь, пытается воссоздать концентрационный лагерь, в котором он прожил в военные годы. А вывод самой статьи в том, что, ну да, такое было, нужно об этом помнить, перевернуть эту страницу истории и стремиться к новым городам, к городам будущего, к архитектуре, которая не будет столь депрессивной, как это было в действительности в брутальное время, которое показано в фильме «Бруталист». Конечно же, я посмотрел фильм «Бруталист» режиссера Брэди Корберта. Фильм достаточно продолжительный, более 2 часов, разбитый на 2 части. Нужно морально подготовиться для его просмотра. Я лично чуть не заснул, смотря его в кинотеатре. Если вкратце, фильм жанра драма, и это прям драма-драма, то есть очень драматичная, очень депрессивная картина. И, честно, я по трейлеру, по описанию фильма рассчитывал на нечто большее. Как минимум, чтобы показали больше зданий брутализма и так далее. В итоге у нас всего лишь одно здание, которое строилось годами. История рассказывается там 30 лет из жизни венгерского выдуманного условного какого-то архитектора, который переехал из Европы, переживший Холокост, переехал в Нью-Йорк. И он весь из себя такой архитектор, которого не понимает, открывает окна библиотеки, делает шкафы, создает такое пространство, где можно читать книги в комнате, наполненном естественным светом. В целом, конкретно эта сцена мне очень понравилась. Он сделал библиотеку без спроса. Приходит владелец дома, говорит, что вы здесь наделали, это комната моей погибшей матери или больной. В общем, валите отсюда. И дальше он уходит гордо, никем не понятым. В конце концов, именно эта комната становится таким событием. Ух ты, вот на выставке она там засветилась, в газете показали. Этот хозяин этого дома, который его прогнал, потом начал смотреть, кто этот вообще человек. Оказывается, это известный архитектор из Баухауса, между прочим. И дает ему задачу построить церковь в честь погибшей матери. И эта стройка затянулась, опять же, на года. Сначала потому, что там они не согласовали что-то, потом потому, что он такой гениальный супер-пупер архитектор, потом потому, что всякая депрессия, его никто не понимает, потом нужно делать так-сяк. В итоге строит церковь, которая похожа на концлагерь, из которого он благополучно вышел живым, переехал в Америку. И да, там были сцены, которые были добавлены для того, чтобы сделать без того драматичный фильм еще более драматичным, депрессивным. Вот прям вы посмотрите этого архитектора со всех сторон, всю жизнь. Вот он такой вот. В общем, примерно такой посыл фильма очень обсуждается сейчас, но не знаю, стоит ли смотреть «Архитектор». Определенно стоит, но я не думаю, что это будет прям вы будете вознаграждены морально за просмотр этой картины. Удивительно, на самом деле, насколько много различных статей про фильм «Бруталист». Наверное, дело в том, что очень мало выходит полнометражных фильмов, которые удостаиваются Оскара про архитектуру. Статья на Newsweek «Как выглядит архитектура брутализма. 9 самых знаковых зданий брутализма». Конечно же, говоря о фильме «Бруталист», стоит посмотреть, как выглядят и другие здания в стиле брутализма. И, читая статью, я для себя отметил очень важную, интересную мысль, которая даже как-то философски дополняет картину. Стиль брутализма очень спорный, который нельзя полноценно назвать прям такой изящной архитектурой. Не все его любят. Например, если это в каком-то историческом контексте, когда там стоит огромный какой-то военный старый бункер, который нельзя взорвать, который нужно потом как-то реконструировать, делать из него отели. То есть, если вкратце, это важный стиль, они очень известны, никто не спорит, архитектурный стиль, но в то же время как-то не совсем является
привычном понимании архитектуры. Также и в фильме. Казалось бы, фильм рассказывает про архитектора, про архитектуру, но опять же вышел каким-то неоднозначным. Кто-то его любит, кто-то не особо. И в то же время он стал популярным и значимым фильмом даже сейчас. В статье же показывается аббатство святого Иоанна в Миннесоте, религиозное здание, спроектированное венгерско-немецким архитектором Марселем Брайером. Некоторые предполагают, что определенные детали вымышленного архитектора, показанные в фильме «Бруталисте», взяты из жизни Брайера, хотя и не вплотную. Бостонская ратуша, библиотека Гейзеля в Калифорнии, Восточный кампус Иллинойского университета в Чикаго, Оклендский музей Калифорнии, спроектированный Кевином Рошем, жилая единица во Франции Ле Корбюзье, который ассоциируется, собственно, с брутализмом в Европе, Барбакан в Англии, в котором есть все, что может понадобиться для комфортной жизни, вплоть до бассейнов и различных ландшафтных элементов. Ливерпульский кафедральный собор в Англии и Хабитат 67 в Канаде. Выставка Тадао Андо «Путь мастера сквозь десятилетия». Тадао Андо – японский архитектор-самоучка. Его известные проекты «Церковь света» в Осаке 1989 года, где используется похожий прием проекции креста светом, показанным в фильме «Бруталист». Музей современного искусства в Форт-Верте 2002 года. Проект острова музея Наосима, музей под открытым небом с подземными галереями. На выставке две ключевые части экспозиции. Это знаковые объекты Андо, от частных зданий до больших общественных пространств. И также долгоиграющие долгосрочные перспективы, например, остров Наосимо и реконструкция старых зданий. Выставка пройдет с 20 марта по 21 июля 2025 года в Осаке. В Бахрейне Управление городского планирования и развития выступило с инициативой о запрете раздела земель для строительства для устойчивого развития города. Речь о том, что в тех районах, где не хватает инфраструктуры, нельзя разделять землю для того, чтобы возводить новые жилые здания, так как если там инфраструктуры и так не хватает, чтобы не было еще большего дефицита, учитывая быстрый рост населения и урбанизацию. Статья, посвященная технике кирпичной кладки Hit and Miss. Такая кладка позволяет создать красивые динамичные фасады, например, в общественных зданиях. Приводятся примеры. Иногда такая кладка используется и в небольших жилых домах, способствует естественной вентиляции, конфиденциальности, экологический долговечный материал со сроком службы до 150 лет, что способствует уменьшению углеродного следа. Отмечаются его прочностные характеристики, но также говорится о том, что при неправильной укладке из-за возможного накопления воды в отверстиях кирпича может пострадать как сам кирпич, также и нарушится целостность конструкции здания. Статья, представляющая книгу «Город взаимоотношений» архитектора Пак Хи Чхана, который исследует архитектуру и урбанизм Копенгагена через призму социальных взаимоотношений. Ключевой концепцией книги является датский термин «хюге», обозначающий комфорт, уют, который влияет на градостроительство, формирование интерьеров, городской среды. Этот термин является определяющим датской культуры. Архитектура Копенгагена же выстраивается вокруг взаимоотношений, инклюзивности, доступности. Существуют различные архитектурные и планировочные решения, которые влияют на повышение социальных взаимодействий. К примеру, жилищная политика, направленная на выделение как минимум 20% для малоимущих, чтобы в одном жилом комплексе в районе жили люди с разными достатками, различные формы коллективного жилья, кооперативные дома. Также это может быть планировочное решение улиц, к примеру,
велопешеходные дороги, где люди чаще контактируют друг с другом, открытые пространства на первых этажах, бары, магазины. Также конструктивные и планировочные решения полуприватных зон, таких как балконы, террасы, внутренние дворы или, может быть, это узкие пространства между домов, то есть узкие улицы. В общем, демонстрируется, как пространственные решения могут способствовать более устойчивому и социально ориентированному развитию города. Грустная новость. 6 марта в возрасте 89 лет скончался Рикардо Скафидио. Он был главным архитектором парка Хайлайн в Нью-Йорке, а также парка Зарядье в Москве. Кенго Кума, Лина Готми и Знахетта вошли в число финалистов конкурса на строительство новой галереи музея Кистефос в Норвегии, разработанной студией Big. Интересно, что Big тоже участвовали в этом конкурсе, но в финал не прошли. В итоге, я думаю, будет победителем Знахетта, однако посмотрим. Тем временем Big представляет проект нового аэропорта в Бутане, который будет продемонстрирован на Венецианском биеннале в 2025 году. Венецианская биеннале очень важная архитектурная выставка. Там происходит диалог архитекторов, представляются новые и будущие тренды архитектуры, учитывая и также и прошлый опыт. Именно поэтому финальная сцена в фильме «Бруталист» проходит именно на Венецианском биеннале, для того, чтобы подчеркнуть, что весь пройденный путь архитектора был не зря. Выставка пройдет с 10 мая по 23 ноября. Студия Фостер и партнеры представила проект стадиона на 100 тысяч мест, накрытого зонтика для Манчестер Юнайтед. Проект является реконструкцией существующего стадиона и частью реконструкции района Олд Траффорд, который сейчас засыпан парковками. Зонтик, накрывающий стадион, выполнен в виде шатра, который будет собирать солнечную энергию и дождевую воду. Возможно, дизайн реконструкции стадиона был вдохновлен новым проектом реконструкции цирка на проспекте Вернадского в Москве. Ироничный смех сквозь слезы. Для поддержания экономики после пандемии власти Италии решили продолжить проект Центра средиземноморской культуры 2007 года, над которым работала еще сама Заха Хадид при жизни. Проект этого года появился в урезанном виде, но интересно сравнить старые рендеры и насколько это было убедительно для инвесторов. Также в Италии, в Неаполе от студии Захи Хадид будет благоустроено 100 гектар. Возле вокзала и ЖД путей на месте бывшей промзоны будут построены вот такие две башни. Также мост через пути для соединения двух разрозненных районов и парк, благоустройством которым будет заниматься Марта Шварц. В комплексе Citizen в Тбилиси появится 42-этажная башня общей площадью 57 тысяч квадратных метров. Наличие террас и балконов позволит сделать здание более ресурсоэффективным. Архитекторы надеются получить сертификат LEED Gold. Вымирание и возрождение. Память природы. Место, где густые леса покрыты черным пеплом. Здание построено на месте, на котором до сих пор видны следы лесного пожара в 2013 году. Чтобы запечатлеть память о лесном пожаре, архитектор использовал в качестве внешнего материала карбонизированную древесину, обжигаемую при высоких температурах, образуя углеродную пленку. Этот материал, как древесный уголь, водонепроницаем, устойчив к вредителям, а также имеет функциональное преимущество в замедлении повреждения облицовки в случае повторного пожара. Здание «Угольный сад» является первым случаем в Корее, когда карбонизированная древесина была применена в столь крупном здании более 800 квадратных метров. Статья достаточно забавная и интересная. Дневник архитектора, где он делится своими наблюдениями. Вот в данном случае есть такое шоу высокой кухни, то есть, где собираются разные
люди, чтобы что-то приготовить, показать, какие они мастера кулинарии, и есть главный эксперт, который дотошно вот смотрит, насколько тонко лук порезан, какие ингредиенты есть, насколько горячее получилось блюдо. В этом и отличие обычной кухни от высокой, в том, что там участвуют мастера, шеф-повара, которые дотошны до всех ингредиентов, даже граммовки, как профессор в университете. Он сравнивает архитектуру именно с высокой кухней, по типу того, как профессор мог бы спрашивать, почему в проекте именно такие решения, почему именно здесь это находится. Дальше он рассказывает о своей привычке, когда ему нужно о чем-то поразмышлять, он идет в кафе по типу Старбакса. И фраза, прочитанная в книге о том, что нужно повышать уровень пространства, в котором мы находимся, заставила его задуматься о том, что нужно все-таки ходить не только в такие модные места по типу Старбакса, но и в менее известные, но не менее привлекательные кафе, может быть, даже с лучшим вкусом. Да, ну, в Starbucks лучше вообще не ходить, если вы хотите пить хороший кофе. Вот такие новости. Конечно, это не все. Новости появляются каждый день разной степени интересности и поверхности. Не все я решил оставить в этом видео. Но если вам какие-то новости понравились, где-то стало скучно и так далее, обязательно напишите об этом в комментариях под видео. Надеюсь, что-то из того, что я рассказал, было вам интересно. Теперь, если хотите, можете тоже поделиться чем-то. А я на этом прощаюсь. Всем пока.